У вас добрые люди, начинается сезон. Соответственно, сейчас очень много видео, чем будем обрабатывать виноград, чем будем подкармливать. То есть показывают кучу емкостей с различными названиями. У меня сезон по защите винограда, я имею в виду опрыскивание, и работа по листу начинается совсем с другого. У меня начинается со сбора дождевой воды. Уже было пару видео, как я собираю дождевую воду, но там были вопросы, как это все зимует. Ну, зимует это все великолепно. То есть, в принципе, никаких манипуляций я не делаю, кроме одной. Так, давайте все-таки, может быть, для новых подписчиков повторюсь. Может, не видели те видео. У меня любая крыша любого строения на участке задействована в сборе дождевой воды. Как это реализовано? То есть из вот этого дождевика, как обычно, стекает, да, в трубу, но у меня сюда вставлена вот такая вот штука. Соответственно, вода дождевая идет, вот это сборник дождевой воды. Зимой он закрыт. Вот стрелка вверх, это закрыт. Для того, чтобы, если будет дождь, в принципе, не поступало в трубу. Потому что они пустые, для того, чтобы лед их не разорвал. Мало ли, вдруг зимой будет дождь, потом мороз. То есть на зиму они пустые. И я перекрываю вот этим вот, скажем так, клапаном. Вот он вращается. Перекрываю воду. Как он устроен, давайте я вытащу. Вот видите, здесь отверстие, соответственно, оно вверх, и доступ сюда перекрывает. Что мне нужно сделать? То бишь, вот эту вот стрелку, если видно стрелку, вот она. Мне нужно ее сделать вниз. Все, теперь вода вот идет и пошла. Как у меня дальше? Также у меня здесь клапан стоит. Мало ли, вдруг я хочу перекрыть. Просто доступ воды. И пошла труба. Пошла труба. Сейчас я вам покажу, куда она пошла. Вдоль забора. Вот эта труба пришла. Вот с того строения. Пришла и приходит она вот в этот бак. Причем сделано так, что она приходит в верхнюю точку бака. Соответственно, так как бак находится ниже, чем вот та точка, за счет сообщающихся сосудов все равно идет наполнение этого бака вот с той вот крыши. То есть получается, даже если мелкий дождь, вот оттуда приходит вода вот сюда. Также вот еще один дождевик с крыши гаража. Точно такая же штука стоит и наполняет этот бак. Соответственно, этот бак наполняет две точки. Если этот бак заполнен и идет на перелив, то есть через вот ту вот штуку, переливается. Соответственно, у меня здесь организовано под каждым кустом. То есть сейчас они вот, в принципе, полив дождевой воды. За счет того, что это вот здесь, вот именно вдоль забора, за счет того, что здесь очень маленькое отверстие для корней, я даю дополнительную воду. Потому что дождь падает вот здесь на асфальт, скатывается и уходит в дождеприемники, потому что они тоже здесь есть. Соответственно, идет еще распределение полива каждого куста винограда. То есть сейчас это все я буду уже устанавливать. Вот на зиму это все хранилось вот так. Вставляю и вот, кстати, видите. Вот сейчас я вам покажу все это великолепно. Сейчас, извините. Вон, вода стекает, чуть-чуть остатки воды, но уже ее нет. То есть то, что, наверное, накопилось в виде испарений на зиму. Ничего я зимой не трогал, все это вот так вот. Ладно, чтобы вам не занимать время, я потом это закручу. То есть, в принципе, на этом этапе вы поняли. Далее,
объясняю дальше систему, какая здесь именно на этом этапе. Эту воду я могу брать, я себе здесь сделал кран. То есть данную воду я использую, и за счет того, что очень низкое содержание солей, то бишь AC, я использую только лишь для опрыскивания. То есть мне надо всего лишь, соответственно, я могу больше, за счет низкого AC, я могу больше удобрений добавить для работы по листу. Плюс вставлен вот такой вот переходник, вот такой вот, перекрываю вот там вот то, что вы видели, клапан, вот такой вот, вот этот клапан я перекрываю здесь, перекрываю там, и могу подсоединить вот сюда вот шланг и уже насосом, допустим, с подкормками поливать вот этот весь виноград. Плюс там еще уходит вот на ту сторону под землей шлыти вот такая труба. То есть сделан переходник для того, чтобы поливать через капельный полив виноград. То есть вот так вот сделана система на вот этом этапе. Сейчас идем далее. Другая часть гаража, то есть вот там вот было в начале, вот эта вот система, вот она здесь, вот тут крутится. Теперь другая система. Тут стоит точно такой же, с таким же клапаном на перекрытие. Дальше пошло к забору, опять-таки клапан для подсоединения шланга, если нужен полив винограда. Вот вы видите, здесь я куст выкопал того винограда, который мне устроит, в этом году будет посажен другой. То есть опять-таки вот система капельного полива, и принудительным образом я это могу поливать. Также во время дождя вся вода, которая идет с крыши, не в одну точку, а распределяется в принципе по винограднику, то бишь под каждый куст и между капельный полив. Здесь развилка на вот эту штуку, дальше пошла вот туда вот эта труба, и вдоль забора тоже ушло. Вот аж туда, вот так она идет, там дальше я вам покажу. Еще раз, вот оттуда пришло, вот сюда пришло, вот оно, и вот на вот эти два основных кубовых бака. Они как сообщающиеся сосуды, в общем-то, приходит в один, но наполняются оба. Также сделано на перелив, если вдруг они наполнились, и все это идет вот так вот сюда на распределение полива всего виноградника. Соответственно, опять-таки этот клапан для того, чтобы я перекрывал на принудительный полив с подкормками, если мне надо, и чтобы эта вода не шла вот в чистую дождевую воду. Как вот это все приходит сюда. Начинаем. Сейчас покажу. Повторюсь, вот дождеприемник пошел по вот этому шлангу, и вот в каждом здесь дождеприемник. И сейчас, извините, у меня здесь жена занимается обрезкой всяких декоративных. Тут у меня сейчас, вау, извините. Так, вот здесь дождеприемники соединены вот такой вот трубой. И все это, в принципе, вот так вот вокруг дома. Каждый дождеприемник вставлен вот такой вот девайс на приемку. И все это сливается вот сюда. Уровень я вижу, то бишь сделал вот такую вот трубку. И уровень через прозрачную вот эту вот трубку мне виден. Здесь у меня распределительная группа. И как вручную, так и с помощью насоса я сюда приношу насос, подключаю. Вон у меня уже розетка задействована 220. И все это можно вот качать. То есть у меня это сделано вот так вот. Поэтому в чем моя задача? Моя задача все вот эти вот штуки сейчас перекрыты на зиму, как я вам показывал стрелкой. И мне сейчас просто их развернуть на 180 градусов и открыть. Заниматься этим, это буквально 5 минут. Заниматься я этим буду сегодня. То есть вот оно все идет. Заниматься я этим буду сегодня, потому что завтра, послезавтра обещают дожди. И мне нужно
собрать. Сейчас я вам покажу. Собрать много. Сейчас попробую вам показать. Собрать много воды. Собрать много воды. Вот так это выглядит. Видите? Собрать много воды на лето. Потому что в Одессе проблемы летом с дождевой водой. В принципе, она практически отсутствует все лето. Дальше, смотрите, вот еще на крышу гаража поставил. Если он заполняется, если он наполняется, эта вода уходит вот туда в баки. Также я себе сделал вот этот шланг, в принципе, это сейчас так сделано на зиму. Вот этот шланг, опять-таки, для набора воды. Сделал себе вот такую из канализационной трубы фигню. Вот этот шланг подсоединяю вот туда наверх. И, в принципе, приношу себе, что там, опрыскиватель или ведро и набираю себе воду. В общем-то, открываю себе кран. Вон он стекает. Вон. Для того, чтобы здесь не образовывалось давление, я вон вставил, видите, если видите, вот такую воздушную трубку. Вон она идет, вот там вот просто выше уровня, просто воздушная трубка, для того, чтобы, когда поступает сюда вода, воздух уходил туда. В принципе, все, он, видите, кстати, стекает. Посмотрел, где-то здесь еще влезает около 20 литров, 20 с чем-то литров воды. В принципе, вот такая вот система себе сделал. И на весь сезон себе имею, грубо говоря, там около 2,5 тонн, сколько это у меня получается? 2,5, да, 2,5 тонны, ровно 2,5 тонны, потому что вон еще один банк у меня белый. И 2,5 тонн только лишь для опрыскиваний, золотая вода для опрыскиваний. То есть AC, грубо говоря, там у дождевой около 60. Вот такая вот система. На днях, буквально завтра, послезавтра, выпущу видео по немецкой схеме. Немецкая схема обработки против мильдию и оидиума. Это документ полностью научно обоснованный, но есть много «но» для наших условий которые ломают наши стереотипы. Во-первых, они там предлагают работать во время цветения системниками. Ну и много там таких вот не противоречий, а, скажем так, методов, которые ломают наши украинские методы. Поэтому данное видео выпущу вам лишь для информации, для того, чтобы вы имели понимание, как работают в Европе, ну, именно в Германии. Но я не настаиваю так пробовать. Это всего лишь вам для информации, если вам интересно, как люди работают. И они это объясняют. Поэтому будет презентация, то есть там будет против мильдию и оидиума. А вот теперь всем удачи, жму ладонь. Я вам забыл сказать, вот с каждой вот такой вот трубы сливной, она уходит под землю, дальше вот там труба, и уходит она, вот здесь вот закопан огромный бак пластиковый, глубоко. От этого бака уходят еще трубы вот такими осьминогами, то есть щупальцами, вот так вот трубы уходят, в которых много-много дырок просверлено, как сито такое, ну, довольно-таки крупных. Вот эта вода заходит в этот бак и потом распределяется по этим трубам самотеком, в общем-то, по всему участку, и это все самотеком уходит в землю. Точно так же вот здесь вот бак закопан, пластиковый, глубоко. Вот эта вода уходит в этот бак, и вот так вот эти щупальца осьминога везде распределены. Вот так вот земля насыщается влагой здесь, в Одессе, где жарко. Тоже уходит вот здесь под землей бак, распределение щупальца. Вот там он тоже заходит, вот здесь бак, распределение. Спереди дома тоже и уходит вот аж туда. Там вот посреди участка еще
2 огромных бака. И вот так вот это все работает на полив, на насыщение всего участка водой. То есть ни одна капля попадания на крышу не пропадает. Кстати, забыл сказать, в своих прошлых видео говорил, что в принципе 1 миллиметр это значит сколько? Вот говорят, будет 16 миллиметров, 9 миллиметров осадков. Это значит на квадратный метр 1 литр воды. То бишь, если у вас крыша 100 квадратов, причем это в проекции считается, именно в проекции 100 квадратов, то есть, грубо говоря, периметр вашего дома, то у вас за час получается, если 1 миллиметр, это 100 литров воды. Если вам пишут 9 миллиметров осадков, это 900 литров в час. Соответственно, если у вас 10 миллиметров, то за час вы способны крышей в 100 квадратов собрать 2 тонны воды. В принципе, плюс-минус так оно и есть. И еще раз повторюсь то, что говорил в своих прошлых видео. Посмотрел в интернете, что ежегодно в Одессе выпадает 450 миллиметров осадков. Соответственно, если 100 квадратная крыша, это можно собрать за год 45 тонн воды. Ну, теоретически. Так что вот так вот. В общем, готовлюсь к сезону приема дождевой воды для опрыскиваний. А подготовка заключается лишь в том, чтобы открыть клапана. Вот эти штуки сюда вставить, прочистить их, если они там забились. Фигня, короче. И сейчас я вам покажу. И развернуть стрелки вот этих вот штук вниз. То бишь, вот так. Вот сейчас они, допустим, вот так вот стояли. Видите, дырка вверху перекрывает, и вот там вот не получается вниз. То есть мне надо развернуть. Вот, для того, чтобы вода, вот, видите, через эту дырку попадала. В общем-то, все. Все, пойдет дождь, и вот сюда вот будет собираться. Всем удачи, жму ладонь.